Привет, меня зовут Елена, и вы на моем канале. Сегодня у меня обзор пластин у Protego. Я очень люблю пластины, именно стемпинг прям обожаю, собираю мою большую коллекцию. Надеюсь, это видео вам очень понравится. Давайте приступим к просмотру. Мне на обзор пришло 7 пластин. Сегодня просмотрим 4. Как всегда, разделю на 2 части, чтобы больше показать. Первая пластина GR157. На мой взгляд, очень интересная пластина. Я придумала столько дизайнов, и все были просто шикарные, без всяких дополнений. Именно эта пластина меня устроила в том, что просто отпечатал, и не нужно ничего придумывать. Хотя можно и отпечатать фольгу под нее, там, и сделать стемпинг черным. Получается, ну, допустим, этот дизайн, который вам показан, ну, просто сам по себе очень симпатичный. Пластина очень оригинальная, у нее интересные рисунки. Прям очень довольна, что она у меня теперь есть в моей коллекции. Также отпечатала рисуночек, как я люблю, на половинку. И можно дорисовать, естественно, китайкой. Можно прилепить туда, допустим, слайдер, цветочки, лепесточки. Неважно чем, если вы не умеете рисовать, также сверху можно и отпечатать тем же стемпингом какой-то цветочек. Именно как фон. Я обожаю вот такие вот рисунки всякие с узорами. И также всегда на пластинах есть какие-нибудь, на других пластинах, лепесточки, листочки. Ими можно добавить, естественно, разнообразить рисуночек. Так как я показываю именно дизайны с теми рисунками, которые есть на пластине, так сильно разбежаться, разогнаться я не могу, поэтому показываю, что пришло мне на ум, что же с этой пластиной сотворить. Я считаю добавить пару взмахов кистью китаечкой, и вуаля, блин, такая прелесть получается. Кстати, когда смотрела на эту пластину, у меня прям вот этот рисунок прям вот видела в голове, что вот он на зеленом, таких неоновых тонах, этот рисунок будет смотреться просто шикарно. И вы посмотрите, буквально отпечатала черным цветом, и просто красотень получается. Также нашла на этой пластине такой типа как она называется, вуаль, не вуаль. И то, что у меня осталось, а потом на штампе, этот остаток рисунка я отпечатала на вторую сторону. Просто красотень, мне очень нравится. Именно такой на неоновом оттенке, черным лаком для стемпинга. Получается просто шикарно. Пластину у этого продавца, я с ним сотрудничаю недавно, но покупала пластину у него уже давно. Пластины все хорошего качества. Недавно у кого-то под видео видела, что как-то там отходит подложка, но пока у меня этого не случалось. Тут я решила взять такой рисунок, он похожий как вот на воротничок, типа такой плетеный, симпатичный. И покрыла матовым топом. И уже сверху глянцевый топ без липкого слоя добавила блесточки и сделала такие выпуклый рисунок. Получилось, на мой взгляд, очень симпатичненько и оригинально. Вообще стемпинг — это, на мой взгляд, очень такой именно простой дизайн, когда мастеру раз-раз и сделала какую-нибудь красотень на ноготочках. Я очень люблю именно узоры. В этом дизайне я решила засветлить, там не сильно заметно, аэропуфингом и белой краской. И сверху также с этой пластины отпечатала рисунок такой вот, как макраме. И получается интересненько. Вот такое от руки нарисовать очень сложно. И нудно, и долго. Поэтому в этом случае именно пластины со стемпингом выручают. Добавила пару тонких линий блестюшек, как без них. И не надо дальше мучиться. Это просто получается нежнятина. Следующая пластина GR310. Она интересная. У листочков единственное, мне не хватает лепесточков, но их при желании можно дорисовать, что я и покажу. Берем, отпечатаем листочек. Плохо видно, но без камеры это видно хорошо. Эти же лепесточки я разукрасила блестючками. И, на мой взгляд, он получился такой богатый маникюр, такой нежный, без всякого излишества. Вот показываю, можно отпечатать листочек, сверху добавить цветочки. И там на пластине есть еще маленькие цветочки, лепесточки. Их можно также добавить и как-то сделать композицию.
Цвет я выбрала не очень удачный, но смотрится это вживую очень оригинально и симпатично. Пластина именно для тех, кто любит цветочки. Кстати, много раз видела вот такой вот дизайн, где отпечатывают после стемпинга матовым топом и вот уже сверху глянцевым топом разрисовывают. Следующая пластина GR292. Мне понравились розочки. Вот именно из-за розочек я ее взяла. Хотя вот этот ряд, где полноценные рисунки, тоже очень симпатичный. Позже покажу обалденный рисунок с ними. Розочки можно отпечатать, честно, зеленым цветом лепесточки. У меня как раз нет зеленого цвета. Я отпечатала черненьким. Но тем не менее, также можно добавить еще и оформить френч. Почему бы и нет? Тоже очень красивенько, миленько смотрится. И также из полноценного рисунка я отпечатала френч. И этот френч просто дополнила серебряной красочкой. Мне их целая куча. И получилось очень оригинально. Лично я убрала просто ацетоном и красотень. Вот вам 4 вида. Обалденные. Мне очень нравится. Именно сочетание цветов. Пластина GR323. Вообще оригинальная. Мне кажется, именно молодежи она очень модна. В наше время, где там говорят, что у нас прививка вивают всякие коды, вот, можно походить и с кодиком. Всякие разные коды, или как их называются, ТОХ, QR-код. Всякие разные и прикольненькие. С удочкой, как будто человечек рыбачит. Можно добавить, допустим, кошечку, чтобы оно все переливалось, было интересненько. Ну, есть сердечко. На любой вкус и цвет. Мне кажется, вот именно молодежный дизайн, почему бы нет. Хотя мне 42 годика, но тем не менее, мне кажется, этот дизайн будет смотреться очень даже интересненько. Я это все дополнила еще кошкой, этот новый, которая моднючая, переливающаяся. Мне кажется, смотрится интересненько. И также на зелененьком цвете можно сделать такие вот размазюки. Очень оригинальные рисуночки, такие кодики. И ходить с шифром. И может где-то проканает, оплатить что-нибудь. Вот. Интересненько. Добавить можно там оранжевый, мешать. Разнообразить как на ваш вкус. Также есть пальмочки, если вы едете в отпуск. Тоже PR-код показ на таможне. Пластина модная, интересная. И я думаю, придется по душе моим девочкам. Почему бы нет сделать такой в отпуск? Оригинальненько получается. Следующая пластина. Мы ее уже смотрели, но я решила дополнить. Пластина 310. Она вот именно, мне кажется, отпечатать буквально вот этот переливающим лаком для стемпинга, допустим, на одну сторону и на вторую сторону. Там такой же есть другой рисуночек. И смотрится именно вот миленько, летний, симпатичный дизайн, почему бы нет. Именно интересная пластина, и я решила дополнить чуть-чуть этот видосик. И там, кстати, такая была, типа, как цветочек интересный. И я подумала, почему бы не сделать из него рюшу. И вуаля, получается рюша. Непонятно, но рюша. Что-то я быстро закончила. Так это все время быстренько проубежала. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за вашу поддержку, а мы увидимся в следующем видео. Пока!